I'm Patrick Lancaster, and I have come to the city of Kursk. And as you can hear behind me, the air raid sirens are going off. That's because this region has been becoming under attack for several days now, and there was an incursion or an invasion, however you want to call it, by Ukrainian forces on this region of Russia. This isn't part of the disputed zone. This is a different situation. This is the Kursk region of Russia that Ukrainian forces have moved into. And as always, we're going to be bringing you the most in-depth English independent reporting from this important topic. We're going to show you what you won't see in the Western mainstream media. Заместитель губернатора Курской области Карамышев Виктор Николаевич. Очень приятно. Я понимаю, сейчас как тяжело время здесь. За моей аудиторией на Западной Европе, США, которые не знают реально, что произошло здесь, что вы могу сказать? Как обстановка здесь? Что произошло? Ну, мы столкнулись с варварским нападением на территорию нашего региона, части нашей страны, Российской Федерации. Нападение было неожиданное, ночью, рано утром, танки, бронированная техника, отряды солдат, наемников. И напали фактически на беззащитные мирные села нашего региона. И люди столкнулись с тем, что вся их мирная жизнь в одночасье была перечеркнута. Были погибшие, были раненые, в том числе тяжело раненые дети. Была расстреляна машина скорой помощи, когда погибли 2 медицинских работника. И самое главное, что велись обстрелы и по гражданским автомобилям, те, кто пытался спастись и выезжал. И есть массовые примеры, мы это слышим от тех людей, кому удалось выбраться, о том, что просто людей расстреливали. Ну и мы столкнулись с тем, что большое количество людей вынуждено было переехать, для того, чтобы спастись, переехать в другие районы Курской области, в другие регионы страны. И это, конечно, тяжело пережить и взрослому человеку, но еще тяжелее, больнее это для детей. У нас уже с приграничных районов выехало более 13 тысяч школьников, 3 с лишним тысяч детей, те, которые еще в школу не ходят, а входят в детские сады, дошкольные учреждения, порядка 5000 студентов. И все они вынуждены были переехать. И вот сейчас приближается 1 сентября, который всегда в нашей стране отмечается День знаний, потому что дети в этот день идут в школу. И наша задача сделать так, чтобы День знаний состоялся для каждого ребенка, и каждый мог пойти в школу. Поэтому проводим большую работу по... Прежде всего нам нужно было найти, где находится каждый ребенок, потому что кого-то вывозили организованно, кто-то выезжал с родителями самостоятельно. Поэтому такую работу проводим. Помогает, конечно же, государство. У президента данный вопрос, именно продолжение обучения детей, находится на особом контроле. Ну и помогает и Министерство просвещения. Много очень помощи идет от различных субъектов Российской Федерации, от компаний, от жителей, которые предлагают помощь в оснащении книгами, ноутбуками, канцелярскими принадлежностями, какой-то одеждой, для того, чтобы дети могли пойти 1 сентября в школу. Работа, конечно, непростая, но я уверен, что мы с ней справимся.
Россию никому не удастся поставить на колени, и мы сделаем все, чтобы в ближайшее время жизнь нормализовалась, в том числе на тех территориях, где временно сейчас находятся эти бандиты. Если можно, плюс-минус, сколько человек был жить на территории, которой Украина контролирует сейчас? Сколько был до этого все, плюс-минус? Ну, по разным оценкам, примерно 130 тысяч, где-то так, потому что несколько районов эвакуация проводилась и было объявлено об эвакуации, а с нескольких районов просто люди, прилегающих к пограничную, люди выезжают добровольно. Поэтому оценить достаточно сложно сейчас сказать. Некоторые еще жители остаются на тех территориях, потому что часть не смогли выехать. И сейчас, пока идут боевые действия, они не могут выехать и находятся там в критическом состоянии. А часть районов, прилегающих к району боевых действий, они еще находятся, многие выехали, но часть еще находится там. Но я думаю, что более компетентные, те, кто владеет информацией, они вам об этом скажут. В моем видении находятся вопросы образования, культуры, спорта. Спасибо. И вы тоже сказать, есть место за беженцы, да? Несколько, это много есть или временно место за беженцы? Ну, да, достаточно много. Более 80 пунктов временного размещения. Есть небольшие, где находится 30-50 человек. Есть достаточно большие пункты размещения. По-разному складывается. Ну, количество достаточно большое. Я бы назвал, наверное, более 80. Как вы думали, можно я приехал там за видеть и поговорить? Конечно, конечно. Мы открыты для общения, и я думаю, что вот об этих зверствах, нарушениях прав человека должен знать весь мир. Вы сказать, мир не был погибший, когда... Можно сказать чуть-чуть слово за это? Случаев очень много фактов, когда вот просто погибали мирные жители. И особенно многие страдали от прилетов дронов, которые, беспилотных летательных аппаратов, многие из которых поставляются в том числе со стороны западных держав, которые поддерживают террористический украинский режим. Вот один из примеров: ехала семья, муж с женой и ребенок, а жена была беременная. И когда произошел удар дрона в машину, женщина беременная погибла, рядом с ними была собака, которая была также тяжело ранена, и удары дронов продолжались по другим машинам. И в тот момент муж просто схватил ребенка и убежал, и за ними ковыляла раненая собака. И их потом подобрали военные, вывезли, а до сих пор муж не знает, где его находится жена, он даже не может забрать ее тело, потому что это находится на той территории, которую обстреливает противник. Таких примеров много, и я знаю близких мне людей, у которых родственники погибли, в том числе из-за того, что вот эти беспилотные летательные аппараты, FPV-дроны поражали гражданские машины. Тяжело. All right, so since things have calmed down as far as the sirens go, let's try to talk to some people on the street about the situation. Можно сказать, где мы находимся сейчас? Мы сейчас находимся на улице Ленина, недалеко от Красной площади. Да, в центре города Курска. Да. И как обстановка здесь?
обстановка, несмотря на всю Тяжесть политическую ситуации. ситуацию вокруг нас, все равно люди стараются не унывать, улыбаются, веселятся. Мы верим, что скоро это все закончится. Я давно слышал сирен. Это постоянный или... В последнее Последнее время, где-то вот с начала августа, да, на регулярной основе несколько раз в день, и ночью, и днем, да, бегут сирены. Это прилет был или... Это за ракета или что? Зачем это? Обычно это ракеты, но иногда бывает и бывает БПЛА. опасность БПЛА. Ага. Это принцип Украина стреляет на город. Украина, да. Ага. И, наверное, вас слышал, как граница сейчас. Много... Да, несколько раз было, то, что находясь дома, можно было услышать войны и ночью, и днем. Да. То есть как сбивают ракеты. И много территорий на границе контролирует Украина. Но если верить новостям, то 28 населенных пунктов сейчас под контролем Украины. И как вас думал за это? Мы надеемся, то, что в скором времени ситуация станет лучше. Да. Все-таки мы в этом городе родились и вот прожили до сегодняшнего дня. Так что надеемся, то, что ситуация станет лучше. Что Россия победит, как это было и в 45-м году, и многие раздат. Если вас могу дать украинский солдат несколько слов, что вы могу сказать украинский солдат, который там сейчас? Даже не знаю, что сказать, но мы всегда были братскими народами, и то, что происходит сейчас, это крайне неприятно для всех. Вот, окститесь, очнитесь. То, что сейчас происходит, это неправильно, не должны братские народы так раздавать. Спасибо большое. Где мы находимся сейчас? В городе Курске. И как обстановка здесь? Здесь, крайне опасно, я бы сказала. Каждый день сирены, периодически в течение дня несколько раз. Довольно напряженная обстановка. Люди напряжены, волнуются, конечно, переживают за ситуацию, что будет дальше. И почему это сирен? За что? За что? Кто знает за что? Мы не знаем, мы только обычные люди, а что там выше, это ж нам не дано это знать. Наверное, вы слышали, как обстановка на границе? Да, слышала, но также по новостям, очень опасная. Наши бойцы и мирные жители страдают, очень сильно страдают, погибают. И как я слышу, много поселок там Украина сейчас, да? Ну, как бы на нашу территорию зашли, да, но наши молодцы, Да. солдаты умеют обстоять нашу территорию. И если вы могу говорить несколько слов украинский солдат, который стоит на русской территории сейчас, что вы могу сказать о них? Для наших, для наших солдат или вообще? Не, украинский солдат, Для украинских который солдат? на русской территории сейчас. Ну, что им сказать? Ну, я думаю, они сами уже пожалели, что зашли сюда. Это не игрушки. И то, что они сейчас играют, как маленькие дети, войнушку, это очень серьезно. Ну, я даже не знаю, какие слова подобрать, чтобы они как-то научили себе, разумели, что это не игра, это жизнь. Погибают не только взрослые, но и дети страдают от их игр. Лучше бы они одумались, развернулись, и мирное небо над головой у всех было. Было бы лучше. А это все очень страшно. Спасибо. Как обстановка здесь? Ну, сирены очень напрягают, потому что играют практически каждые полчаса, по ночам спать невозможно. Очень тяжело на самом деле, напряженно, людей очень много приехало из Суджи. Тяжело. И Суджи, как обстановка? В Судже обстановка ужасная, мы видели кадры, то есть курские паблики публикуют, то, что там все разгромлено, оттуда вывозят людей, это правда. Я очень сочувствую всем. Это
передать словами. Там есть много территорий, которые Украина сейчас, да? Я не буду говорить, потому что я точно не знаю. Мгм. Если бы был вариант заговорить украинский солдат, который стоит на русской территории сейчас, что вы могу сказать о них? Еще раз. Если есть вариант заговорить украинский солдат, который сейчас стоит на русской территории, что вы могу именно Что бы сейчас? я им сказала? Да. Я бы сказала, убирайтесь на родину, правда. Расстреливать мирное население, это уже ни в какие ворота не лезет. Была новость о том, что расстреляли девочку беременную, просто девочка выезжала из Сужи. Это ненормально. Зачем? So, спасибо большое. Спасибо вам. All right, so you see some of the opinions of the people here in the center of the city on the situation. It'll be interesting to see the differences between people that are closer to the front line in these territories that have been taken control of by Ukraine. And, you know, so we're just going to continue on, bringing you as much information, going to the very front, show you the active battles and everything in between, and get as much investigations done on these situations as possible. Because if we don't do it, who's going to do it? Got a lot to come. Please like, share, subscribe. Remember, we're totally independent, crowdfunded journalists. Support our work with the link on the screen or in the description. We're out.